Итак, никогда не делайте это с окопной свечой, если не хотите узнать правду о том, как высушить одежду в холодную погоду всего лишь на ложке топлива. Продолжаем цикл фильмов про универсальные и экономичные окопные походные свечи длительного горения, которыми можно согреть руки и тело, подогреть воду и еду, высушить одежду, отопить палатку и вообще выжить в нецивилизованных условиях. Причем мы разрабатываем конструкцию свечи-горелки без типичного для обычных окопных свечей изобилия копоти и канцерогенной сажи, вызывающей при вдыхании хронические заболевания легких и не только. Итак, на улице около нуля, в воде плавает лед. Носок намочили, хорошенько отжали. Попробуем высушить. При этом идет дождь, то есть на улице очень сыро. Так, окопная свеча уже горит в кружке, чтобы, если что, никуда не упала. В таком виде она как неваляшка. Так, натягиваем носок на банку. Интересно, хватит ли отверстий в ткани носка для вывода продуктов сгорания. Пока что горит, значит выходит. Ну все, через время посмотрим, что там происходит. Горит нормально. Так, все. Спрятали за деревом от преобладающего ветра. Видно, насколько сильный дует ветер. А ветер сильный. Елку капитально мотыляет. Да и слышно, я думаю. Кстати, даже снежинки срываются явно. Зима, короче, декабрь. Вот так вот. Все, посмотрим. Сейчас примерно 2 часа дня. Вся эта беда стоит под крышей. То есть прямо на нее не капает. Ну и наклон дерева в целом способствует тому, чтобы сюда особо не залетал дождь. Видно, что носок испаренный покрылся снаружи. Вот я стираю пальцем. Угу. Так вот. Ну, носок на ощупь явно теплее, чем окружающая среда. Сейчас покажу с помощью тепловизора. Без макросъемки это выглядит примерно так. Поехали замерять. Так. Ну, я думаю, достаточно наглядно видно, что температура носка в самой горячей части где-то от 16 до 27 градусов. Даже до 31 мигает. Ну а снаружи, чуть в сторону от всего, около нуля. То слегка плюс, то слегка минус. Так, внизу сама свеча. Центр навожу. Где-то градусов 18. Двигаем выше. Вот центральная точка. Это вот наглядно показывает температуру там, именно куда центр тепловизора направлен. Так. Вот это здесь, в верхней части. Это ниже. Вот так. Итого. Чуть большего расстояния и с гораздо большими, конечно, погрешностями измерения. Это выглядит примерно вот так. Это уже где-то с полуметра. В целом, получается, температура носка вполне достаточно, чтобы на таком холоде достаточно быстро испарять воду. Температура как летом. Посмотрим, за сколько высохнет. Это вот непосредственно вблизи максимум 32 градуса где-то. Самый верх. Нижняя часть носка примерно здесь. Угу. 22 градуса. 29-30. Максимум. Ну, думаю, все достаточно наглядно. Понятно, что сохнуть в целом должно. Ну, посмотрим, за сколько высохнет. Конечно, носок отжат. И горение идет нормально. То есть через носок достаточно проходит дымовой выхлоп, дымовые газы.
есть куда выходить. Для зажимания верха свеча тухнет, я показывал. Ну, если зазор сильно уменьшить, вот наглядно. Потухло. То есть отсюда заходит именно воздух, а здесь выходит. Тоже все там же. Ну, я не думаю, что при таких температурах носок прогорит. Опять же, стоит учитывать, что с поверхности носка сейчас испаряется вода. И она уносит тепло с собой. То есть она носок охлаждает. Такая температура даже на ветру. Тут хотя и закрыто, но отсюда из-за дерева, вот оттуда. Оттуда ветер сильно дует. То есть потоки воздуха хорошо гуляют. У меня, например, уже замерзли руки тут. Греется. Носочек греется. Разумеется, с учетом температуры, да, об это дело можно и руки подогреть немножко. По крайней мере, тепло явно ощущается. Действительно, на ветру как мерзнут руки, даже еще. Видно, сюда залетает снег. Ну да, видно, что снег вовсю полетел. Дождь перешел в снег. Снег вовсю пошел. То есть еще и холодает явно. Мороза как такового нету. Ну, около нуля. Вот это с ветром. Самая такая ветреная погода. Самый, конечно, худший случай для согревания. Ну, естественно, где-нибудь, где со всех сторон закрыто от ветра полностью, там бы еще и тепло накапливаться начало. Дымовых газов тут не так уж много. Ну, вообще я показывал, как вывести, например, в палатке дымовые газы. Можно было там носок вокруг обмотать. Там бы быстрее бы грелся носок, я думаю, испарялся бы лучше. Капельки воды. Периодически сюда залетает и тает снег. Выходит наружу вода. И конденсируется в зоне более холодной. Рукой это дело можно держать, за одну руку греть и одну и вторую. Можно руками держать, и будет тепло даже на снегу. Ну, конечно, лучше под крышей, иначе снег на носок падает и тает, и мочит его опять. Так вот. Думаю, достаточно хорошо видно, что несмотря на потоки воздуха вокруг, щели не слишком большие, чтобы пламя особо сильно колебалось. Слегка качается, конечно. Есть потоки воздуха, но не так, чтобы потухло и так далее. Спустя полчаса видно, что заметного конденсата в виде капель воды на поверхности ткани уже нет. Ну, носок явно становится суше. Здесь так вообще уже. Можно немножко эту опустить сильнее. Часть. Так. Уже даже снег, который падает, не весь тает. Между тем. Так, спустя пару часов снег уже лежит. А тут на поверхности уже вот такая каша. Не тает, скоро замерзнет. Но оно и не удивительно, что не тает, потому что вообще-то снаружи уже в сторону, если отодвигаю от бадьи, минималка уже от 4 градусов где-то, даже минус 5 мелькает. То есть явно холоднее стало. Так, ну что там оно горит на ощупь. На ощупь сухо. Здесь сухо. Здесь тоже явно сухо. Так, сейчас замерим температуру, потому что интересно, насколько мокрый носок холоднее сухого. Так, погнали. Наводим. Где там у нас? Так. О, довольно
довольно большая разница. Раза в 2 практически. Вот эта центральная часть, тут градусов 15-16, там было около 20 даже. Сейчас 47. Максимум вообще ближе к 60 градусам. Да. Довольно так не слабо. Вот что значит уже нету водяного испарения явного. Это при том, что при горении все равно вода там выделяется, но она явно тут особо не конденсируется уже. Потому что носок довольно теплый. По крайней мере, носок из-за воды, из свечи, которая идет, не намокает. Вот так вот. Ну, видно, что снаружи примерно так же. Вот, если я сюда направлю, видно, что там -1, -2 мелькает. Ну да, холоднее стало немножко. Градусов 45 где-то поверхность носка в среднем. Низ. Самый низ. Ну да, это понятно, что настолько более резкая граница вот здесь вот стала между носком и остальной банкой. Здесь вот. Потому что носок-то теперь не как охладитель работает. Вода не испаряет, сохраняет тепло внутри и нагревается все сильнее и сильнее, получается. Поэтому вот сразу под носком видно, что прохладнее участок, но носок сразу раза в 2-3 более горячий. Потому что там высокая теплоотдача у алюминия, но носок уже так сильно не теряет. Явно излучение более теплое от него идет. Вполне наглядные результаты. Так, ну чё. Ну да, но и так на ощупь-то заметно ощущается более тепло. Сухой полностью носок. Уже с него там ничего не выжмешь. Сырые следы не остаются явно. Прям такой тепленький, глянь. Приятный на ощупь. Все, можно это дело встряской затушить. И все. Эксперимент завершился вполне удачно. Носок живой, не сгорел, дырок нету. Все, можно его теперь вывернуть. Я, кстати, сушил ворсом вверх его. То есть выворачивал наизнанку, чтобы испарение лучше было. Все. Ну, я не знаю, за 2 часа он высох или может раньше даже. Но сейчас сухо. Ощущается так по всей поверхности сухо. Раньше не выходил, не смотрел. За это время снега успела насыпать. Все. Пока все. Измерение расхода топлива с плавающим фитилем нашей конструкции я уже показывал. Всего 5 граммов за час. То есть, чтобы высушить носок за 2 часа, хватило всего 10 граммов топлива. Естественно, если плохо горит, ну если, допустим, носок слишком плотный или слишком толстый, ничто же не мешает вот так прищепкой его сцепить и просто-напросто кольцом натянуть. Оно еще плотнее так на самом деле получается. Плюс остается место на самом деле еще для одного носка. То есть можно даже сразу 2 так сушить. Ну и при этом вот этот язычок банки, разумеется, имеет смысл подрегулировать так, чтобы зазор был минимальный, чтобы как можно меньше тепла отсюда выходило, чтобы больше банка нагревалась. Но при этом, чтобы свеча, чтобы фитиль не затухал. Все наглядно, все понятно. Еще один из вариантов использования проверен. Ну, по логике можно вот так вот одежду и побольше вокруг ставить. Ну, и я пока не пробовал. По идее, можно, например, куртку так сушить. Все-таки там тепло накапливаться будет. Главное, чтобы с-под куртки туда проходил кислород. Ну и чтобы выход был тоже. Я уже показывал раньше, что и в более сильный мороз воздух хорошо нагревается такой окопной свечой длительного горения, даже в 3-местной туристической палатке. Конечно, если палатка хотя бы с минимальным утеплением. Насколько велика роль утепления? Хотя бы минимального. Обычная двухслойная палатка с тоненькой подкладочной тканью. Ну а зимняя верхняя одежда сохраняет тепло и еще лучше, конечно. Вот пока и все. Если видео оказалось полезным и информативным, подпишитесь на канал. Лайки и комментарии тоже приветствуются. Хотелось бы, чтобы под этим фильмом получилось полезное информативное обсуждение с потенциально эффективными идеями. По возможности без критики чужого опыта и навязывания мнений другим людям. Спокойно, логично, вдумчиво. Заранее спасибо за адекватность и понимание.